Ребят, всем привет! Меня зовут Катя, вы на моем книжном канале. Сегодня я решила немножечко посвятить себя чтению, потому что последние 2 месяца у меня на работе было достаточно тяжело, и у меня освободилось целых 3 дня, которые я и хочу провести вместе с вами. Поэтому давайте начнем какой-нибудь марафончик. Может быть, это будет марафон тонких книг или марафон 3 на 3. Ну, в общем, посмотрим, что у нас с вами выйдет. Сейчас утро, 8 часов утра, я уже отправляюсь на работу. Но перед тем, как я поеду, давайте выберем какую-нибудь книжечку, которая поедет вместе со мной, и начнем чтение. Итак, поехали. Так, вот мои книги, которые не прочитаны. Вот это вот вся большая полка. И я вот думаю, что нам лучше с вами взять. Что-нибудь такое не очень большое. И хотелось бы еще закрыть некоторые книжные циклы, которые у меня висят. Но, естественно, я не буду рассказывать вам про 5-е и 6-е части циклов. А вот есть циклы, в которых одиночная история, наподобие вот этой книги. Это Каролина Дэнфорд. И здесь чисто английские детективы. И вот у меня, кстати, последняя книжечка в этой серии про Эфемию горничную. Она у меня не прочитана. Поэтому тоже, кстати, можно взять. Еще у меня не прочитана вот это. Это 2-я часть тоже кулинарного детектива «Багет в багровых тонах». Читала 1-й совсем недавно. Не знаю, рассказывал я вам уже на канале о нем или нет. Но если нет, то в ближайшее время услышите. И тоже, по идее, можно ее взять. Книжечка не очень большая. Поэтому даже не знаю, взять или что-нибудь другое. Я не очень хочу пока детективы читать. Можно, кстати, взять вот эти книги из Фикс Прайс. Ну, чернокнижцы я точно брать не буду. Вот Лили Хейм можно взять. Или я выжгу себе месть. Вот это тоже вариант. Так, что у нас еще из такого достаточно тоненького? Вот здесь у нас Пилчер «Пустой дом». Тоже можно почитать. Она достаточно такая минималистичная. Есть вот здесь Ромфанд. Тоже вот «Замуж по одиночке». Маленькая. И я бы еще, наверное, хотела вернуться вот к этой серии. Это у нас с вами «Цветочный магазин» в Танглвуде и «Свадебный магазин». Здесь одиночная история. Я уже читала 1-ю часть. Там была кондитерская. Истории очень милые такие. Прям вот на весну, на начало лета, самое оно. Можно немножко взять Аси Лавринович. Тоже у меня стоит 5 книг. Никак я к ней не приступлю. Хотелось бы ее почитать. И есть у меня еще более тонкая классика. У меня есть Альберт Камю «Счастливая смерть». Моем. Вот это меня тоже интересует. Лиза из Ламбета. То есть тоже можно что-нибудь вот из этого взять. Но это вот достаточно не пухленькие вот эти книжечки. Цвет пурпурный, по-моему, тоже не очень большая. Так, ну что нам в первую очередь взять с вами? Я решила, что сегодня на работу возьму Альберта Камю. Я ни разу не читала этого автора. Как раз с ним познакомлюсь. Здесь прям вот книга совсем малышка, 156 страниц. Поэтому я с собой ее беру, если я ее успею прочитать на работе. Это будет отлично. Если нет, то вечером, конечно же, дочитаю. И потом мы с вами уже классику разбавим чем-нибудь таким более романтичным или более каким-то приключенческим. В общем, возьмем что-нибудь легкое. Книга, она рассказывает нам о воспоминаниях автора, когда он путешествовал на Дальнем Востоке, как он болел неизлечимой болезнью. Это творческий диалог Камю с Ницше. Давайте посмотрим, что тут такое немного философского в этой книжечке, и начнем с вами читать. Так, все, беру эту книгу с собой, отправляюсь на работу, потому что уже опаздываю. Так, ребята, еще раз всем привет. Сегодня уже вечер, пока я пришла с работы. На работе я, правда, не очень много прочитала этой книги, всего 20 страниц. Как-то она мне там не зашла, потому что Камю нужно читать в тишине.
когда у тебя рабочие звонки, постоянно какие-то разговоры, заходят люди. В общем, я попробовала, я теряю смысл самого прочитанного. То есть у Камю достаточно такой богатый язык, насыщенный сложными предложениями, различными эпитетами, сравнениями. Иногда эти сравнения, они даже достаточно такие своеобразные, что сразу не разберешься, к чему он вообще вел и про что он говорит. Поэтому эту книгу надо читать в тишине, в спокойствии, когда тебя совершенно никто не отвлекает, чтобы вникнуть в смысл и понять, что автор хотел нам сказать. На данный момент, вот сейчас у нас 9 часов вечера, я прочитала половину книги, вот так, это на 74-й странице, дошла уже до второй части. Все повествование здесь разделено на две части. Это естественная смерть и случайная, по-моему, смерть или какая-то еще, расскажу. Сознательная смерть. Вот первую часть я прочитала и начала сейчас читать вторую часть. О чем же у нас здесь речь? В книге практически ничего не происходит. Здесь более такая медленная, тягучая атмосфера, и нам автор показывает, как медленно проходят дни, какие-то вот такие бытовые моменты, которые совершенно невозможно передать вот вам в рассказе, да, то есть он поставил чайник, он сел на стул, облокотил руку, посмотрел на улицу, там ходили там пешеходы, трамваи, потом какие-то люди уже вечером собрались идти в театр, потом ходят веселые компании. В итоге там прошло воскресенье. То есть вот в таком темпе описан весь сюжет этой книги. То есть это очень-очень неспешно, и практически в сюжете ничего не происходит. Есть, конечно, там какие-то небольшие детальки. Особенно наша первая глава, она нас сразу показывает нам небольшой кусочек из жизни главного героя, к которому мы потом будем постепенно подходить в течение всей первой части. Итак, у нас есть главный герой Патрис Мерсо, который работает в порту. Он смотрит декларации таможенных грузов, переводит с английского языка список товаров, которые привезли в порт. В общем, занимается вот такой вот какой-то рутинной работой. Ничего у него в жизни не происходит. И вообще вся вот эта книга, она пропитана, знаете, такой мрачной, тяжелой жизнью и наполненная одиночеством. И вот если эту книгу читать осенью, в какой-то скучный ноябрьский день, мне кажется, точно вас захватит какая-то депрессия, и вы просто из нее не сможете выплыть. Вот летом, когда на улице тепло, солнышко светит, то есть вот отвлекаешься от нее и достаточно нормально себя чувствуешь после нее, но все равно есть такой вот достаточно неприятный осадок, которым нас Альбер Камю старается заразить. Вся эта книга, она вот даже слог автора, он, знаете, такой достаточно неприятный. Кругом какая-то грязь, какие-то вот неприятные слова. То есть даже люди с ограниченными возможностями здесь вот называются как калеки. То есть вот вообще весь этот слог, он пропитан какой-то вот такой неприязнью к жизни. И, конечно же, как я сказала, еще и одиночеством. Здесь рассказывается, помимо главного героя, как я уже говорила, Патриса Мерсо, что с ним произошло и какой поступок он совершил в первой главе. Давайте я вам, наверное, расскажу, потому что все-таки первая глава – это не спойлер. Он совершил убийство. И как он к нему пришел, и что в этот момент случилось, в общем, как он будет потом жить после дальше этого поступка. Вот на это главная нить сюжета. Но плюс к ней еще есть маленькие такие веточки, которые нам рассказывают о других персонажах, которые окружают главного героя. И тоже они вот пропитаны все вот какими-то нотками одиночества. В общем, книга достаточно тяжелая и не особо комфортно ее читать. И по идее это не особо что-то много происходит, каких-то сюжетных линий, то есть больше здесь рассуждения, философия, осмысление.
Этот роман является одним из первых произведений Альбера Камю, и при жизни он не был издан. Только потом, уже в 1971 году, после его смерти, он был опубликован. Здесь автор уже пытается немножко начать тему его одного из известнейших романов «Постороннего». Поэтому такая небольшая легкая проба пера, можно так сказать. Что еще хотела я вам рассказать, это небольшой момент, где один из героев, который общается с нашим господином Мерсо, рассказывает ему свою философию о том, что человек может быть счастливым только если он богатый. То есть, если вы живете в нищете, то вы 100% будете несчастны. Почему? Здесь есть такая определенная фраза, которая прям заставила меня немного задуматься. Мы тратим свою жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги, а нужно наоборот, с помощью денег освобождать себе время, чтобы быть счастливыми. И я полностью соглашусь с этим вот высказыванием одного из персонажей, потому что на самом деле это так. Чтобы быть счастливым, чтобы вдохновляться, чтобы получать какое-то удовольствие от жизни, нужно освободить себе время. А так как мы постоянно в какой-то гонке находимся, постоянно что-то спешим, куда-то торопимся побыстрее закончить одно дело, начать другое, чтобы больше заработать денег, чтобы потом там в конце года или все-таки взять отпуск и поехать куда-то на 1 неделю отдохнуть, и мы думаем, что мы счастливы. На самом деле нет. Счастье, оно в мелочах. Здесь главный герой, он не умеет чувствовать себя счастливым. Он не понимает, что такое счастье, и он все приравнивает к одиночеству. И я считаю, что это неправильно. Даже если ты одинок, даже если вокруг тебя нет никого знакомых, любимых, людей, которые дорожат тобой, родных и близких, можно одному быть счастливым. То есть, когда ты ходишь по улочкам, ты замечаешь какие-то мелочи, ты рассматриваешь природу, глядишь на других людей, замечаешь какие-то небольшие детальки, которые могут вызвать тебе положительные эмоции, насытить твой организм какими-то приятными чувствами. Главный же герой этого не умеет. То есть вот он тут бродит, гуляет по улочкам Праги, разглядывает что-то, там, смотрит на реку, ходит на кладбище, в рестораны, слушает музыку. Но счастливым он себя не чувствует. Он чувствует только еще большее одиночество, которое его губит, гложет. Даже при том его денежном состоянии, которое у него на данный момент есть, к сожалению, никаких положительных чувств он не испытывает. В общем, я сегодня, конечно же, постараюсь дочитать эту книгу. Осталось буквально там 70 страниц. Но, как я сказала, читается не так уж и легко. На работе, пока я не читала эту книгу, я начала в аудиоформате другое произведение, и это чисто английский детектив. Автор Шарлотта Брэндиш. Я недавно прочитала ее первый роман, который назывался «Трагедия в Гриффин-Холле» или «Отравленный уикенд». Мне очень понравилось. Это настолько вот чисто английское произведение, которое вот прям вот максимально тебя именно отправляет в какой-то небольшой английский дом, где глава семейства, у которого большое наследство, и вот вся его семья собирается в доме, и там происходит убийство. И что происходит, кто виноват, да, получается более камерный такой детектив, то есть вот кто-то из присутствующих обязательно в этом виновен. А кто, это предстоит уже узнать. В общем, об этой первой книге я вам уже расскажу в прочитанном, но могу сказать, что она мне очень понравилась. И у нее есть продолжение, 2 и 3 часть. Но, ребята, я такая лохушка просто. Я взяла следующее произведение, посмотрела на Лайфлипе, в каком порядке они идут. Взяла, начала слушать, прослушала 2,5 часа и поняла, что это 3 часть. Потому что там прям чисто, четко прям была ссылка, что вот об этом вы узнали уже во 2 книге. И я была в этот момент за рулем, я ехала и была в каком-то шоке. В смысле в смысле во 2 книге? Я что, 3 слушаю? А я уже прослушала 2 с лишним часа. В общем, я ее моментально же выключила и сразу включила 2 часть. 2 часть называется «Леди из Фойеренгема». Ох, ребят, интересно. Это на самом деле прям вот
погружение в Англию, но мне кажется, первая часть все-таки была как-то более динамичнее, более меня завораживала. Здесь немножечко как-то рассеяно внимание, и смысл этой книги состоит в том, что убийство нас ожидает не в начале книги, как часто бывает, да, у Агаты Кристи или других писателей. А до убийства мы доходим только к середине книги. Нам постепенно раскрывают каждых героев, их характеры, их семейное положение, кто где находится, почему эти люди появились именно в этом определенном месте. Описывают подробно каждого характер, то есть на что он способен, какая у него жизненная ситуация. И вот, прослушав половину книги, я все ждала, ну когда же наступит убийство? Ну кого-то убьют, кого и почему, и каким образом. И вот только на середине книги это происшествие произошло. Теперь же будут разгадывать тайну, кто же на самом деле совершил это преступление. Главными героями этих книг являются близнецы, брат и сестра, которые вот в связи со случайными буквально обстоятельствами, они не являются никакими сыщиками, не работают в полиции и так далее. Просто вот судьба сводит их с определенными убийствами, и они берутся их расследовать. И что из этого выходит, кого они находят, и, в общем, будет ли возмездие этим убийцам, это мы узнаем уже из этих книг. Вообще Шарлотта Брэндиш – это не английский автор, и вообще информации об этом писателе практически в интернете нет, потому что в каких-то нескольких там моментах промелькнуло, что все-таки это русский автор под псевдонимом. Но кто скрывается за этим именем, что за автор на самом деле пишет, в общем, совершенно ничего не известно. Если вы даже зайдете на LifeLib, там информация об авторе совершенно отсутствует. Поэтому это такая загадка, может быть, когда-то она нам и откроется, но пока что ничего не известно. Но могу сказать, что детективы полностью сохраняют свою английскую атмосферу и вполне будут интересны для любителей Агаты Кристи. Аудиокнигу я, скорее всего, продолжу завтра, уже на работе, а сегодня буду посвящать себя эксклюзивной классике. Вечерний мой ужин, время 11 часов вечера, мы решили покушать. Я, в общем, пока кушаю, читаю книгу. Я уже, кстати, на 81 странице. Вот. Поэтому приятного мне аппетита. И здесь у меня сценарий, в общем, моих вязальных каналов, чтобы не запачкать свой белый столик. Вот о чем я сейчас и говорила. То есть даже описывая девушку, тут написано, что ее длинные ляжки и широкие плечи. Длинные ляжки. Вот настолько это неприятно написано. И вот вся книга, она вот в основном вот в таких вот каких-то выражениях. То есть то калеки, то какие-то ляжки, то еще какие-то вот описания. То есть они неприятные для чтения. И получаешь какой-то вот осадочек после чтения этой книги. Прям хочется сходить, помыть руки, вот как-то освежиться, что-то сделать такое более приятное и прийти в нормальное расположение своих эмоций. Вот ни разу не знакомилась с этим автором. Я не знаю, написаны ли другие его книги в той же манере. Если да, то скорее всего, больше я читать их не буду, потому что мне некомфортно вот в этом слоге и в таком изложении текста. Вот знаете, ребят, не люблю я такое, когда сначала в книге идут глаголы в прошедшем времени, а потом в настоящем. Вот для меня это такая путаница, что читать мне очень и очень тяжело. Мне вообще в настоящем времени тяжело читать, когда, например, где у нас тут было. Ноэль заинтригован и слегка встревожен. Он заявляет о том, что рад узнать, что его надежды увенчались успехом. То есть в настоящем времени, да, идут глаголы, а до этого было все в прошедшем. И вот эта вот путаница,
она для меня, конечно, очень тяжело дается. И вообще слог Камю для меня тяжел. Я прямо вот со скрипом продвигаюсь. Прошло уже, наверное, больше часа, а я вот дошла только до 100-й страницы. Всего 20 страниц прочитала, потому что, во-первых, слог какой-то рваный, повествование, оно не идет прям вот конкретно как-то, а постоянно перепрыгивает там через несколько дней, какие-то непонятные диалоги, которые вообще ни к чему не подходят в этом сюжете, для чего они были созданы. Я понимаю, конечно, что это первое произведение автора, и написал он его, когда ему было всего 23 года, но тем не менее, для меня эта книга дается очень и очень тяжело. Я, конечно, ее дочитаю, но, скорее всего, я отправлю ее на анхол, потому что либо я не особо сведущая в философии, я вообще философию не очень люблю, а с другой стороны, я совершенно не согласна с теми выводами, которые делает автор, исходя из этого сюжета. То есть для него это счастье, что в мелочах не бывает, что одни наслаждения, они не дают счастья, что человек не может найти для себя каких-либо увлечений, что он постоянно одинок. То есть, я в этом не согласна. Конечно, каждый человек думает по-своему, да, у каждого свое видение мира. Я совершенно на другой волне, и книга мне точно не подходит. Так, ребят, ну что ж, дочитала я Камю и его счастливую смерть, и могу сказать, что в целом, наверное, такие философские произведения все-таки не для меня. Мне достаточно скучно, бывает местами неинтересно, в слоге я путаюсь. В общем, как-то не зашел мне этот автор, но много было каких-то моментов и мыслей, которые мне понравились, где я поставила себе закладочки, обязательно потом выпишу в свой блокнот с цитатами и буду анализировать, читать и думать над этими интересными мыслями автора. Но в целом опыт, я считаю, был интересный, познакомиться с автором, узнать, как пишет этот писатель, о чем вообще его слог. В общем, поставила я книжке нейтральную оценку. Неплохо, не хорошо. Троечку, и зашла когда на LifeLib, там, в принципе, приблизительно оценка 3,9 стоит, поэтому в целом я попала, наверное, в общее мнение читателей этого произведения. Так, ну на этом я буду заканчивать с вами первый день марафона. Я надеюсь, он вам понравился. Завтра мы с вами выберем уже совсем другую книгу, возьмем что-нибудь полегче, попроще. Конечно же, о первых впечатлениях обязательно вам расскажу. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы вдруг этого еще не сделали. И увидимся с вами уже завтра. Всем пока!